1805 год. Короткий мир между Британией и Францией рухнул. Соперники вновь ведут войну. Британия, Россия и Австрия образовали новый союз, известный как Третья коалиция. Наполеон возобновляет союз Франции с Испанией. Новоиспеченный император французов решительно настроен окончательно сокрушить Британию, страну, которая финансирует коалиции против него, уничтожает французскую заморскую торговлю и блокирует порты. На побережье Ла-Манша он собрал крупные силы вторжения. Опытные в боях войска быстро расправятся с британцами, если император сумеет удержать контроль над проливом достаточно долго, чтобы безопасно высадить их на берег. Британский флот превосходит французский и числом кораблей, и мастерством моряков, но не может одновременно находиться повсюду. Поэтому Наполеон применяет один из своих любимых военных принципов – концентрацию сил, добиться временного превосходства в решающей точке. Разрозненные французские и испанские эскадры должны соединиться, образовав гигантский объединенный флот, чтобы сразиться с британцами. Первую фазу операции император поручает адмиралу Пьеру Вильнёву. Вильнёв поступил на флот в 14 лет кадетом и участвовал в войне за независимость США. Поддерживающий революцию, он остался одним из немногих аристократических офицеров на службе и вскоре получил чин контр-адмирала. В 1798 году, командуя 80-пушечным линейным кораблем «Гийом Тель» в сражении при Абукирском заливе, он сумел увести судно от гибели, редкий случай в той катастрофе. Позже его взяли в плен после падения Мальты, но освободили с заключением мира. В 1804 году командующий Средиземноморским флотом Франции скоропостижно умирает, и Вильнёв сменяет его в должности вице-адмирала. По характеру Вильнёв был полной противоположностью Нельсона. В 1805 году он писал морскому министру: «Будьте любезны помнить, что я не просил назначать меня командующим этой эскадрой. Более того, я всегда стремился к практической и полезной службе, а не к той, что сулит лишь славу». 30 марта 1805 года, следуя приказу императора, адмирал Вильнёв выходит из Тулона с 11 линейными кораблями, обходит блокирующие силы Нельсона и у Кадиса присоединяется к 6 испанским и еще одному французскому кораблю. Теперь, имея 18 кораблей, Вильнёв отправляется в 5-недельное плавание через Атлантику. Прибыв в французскую Вест-Индию, он соединяется еще с 2 кораблями под командованием контр-адмирала Магона. Тем временем британцы в смятении. Потеряв Вильнёва из виду, Нельсон решает, что тот направляется обратно к Египту и мчится в погоню. Достигнув Александрии, он понимает ошибку. Разворачивается и берет курс на Вест-Индию, отставая от Вильнёва ровно на месяц. Нельсон пересекает океан всего за 4 недели. Но опаздывает буквально на несколько дней. 8 июня Вильнёв уже идет обратно в Европу. И тут британцам везет. Нельсон посылает быстроходный корабль доставить его донесение в Англию. И по счастливой случайности он обнаруживает флот Вильнёва в Атлантике. Курс французов лежит не в Средиземное море, как полагал Нельсон, а севернее, к проливу Ла-Манш. Вице-адмирал Кальдер, имея 15 линейных кораблей, получает приказ быть настороже. И 22 июля перехватывает Вильнёва у мыса Финистерре. В неразберихе боя, в густом тумане, британцы захватывают 2 испанских корабля. Но Кальдеру не удается помешать Вильнёву дойти до испанского порта Ферроль. Там французский адмирал принимает роковое решение.
Приказ ясен – следовать в Брест, а затем к проливу. Однако донесения о британских кораблях на севере убеждают его, что на него вот-вот нападет мощный флот Ла-Манша. Его корабли, измотанные штормами и боем, без ремонта снова сражаться не смогут. Вильнёв отходит в Кадис. Там его вскоре блокируют британские корабли. Наполеон бесится, получив эти вести. «Вильнёв не обладает характером, чтобы командовать даже фрегатом», заявляет он морскому министру. Почти осень. О десанте через Ла-Манш теперь речи быть не может. Вильнёв подвел императора, и Наполеону придется искать другие способы победить Британию. В конце августа наполеоновские войска снимаются с лагеря в Булоне и маршируют к Дунаю, чтобы сразиться с австрийцами и русскими. Тем временем Наполеон приказывает адмиралу Вильнёву выйти в Средиземное море и поддержать французские операции в Италии. Но объединенный франко-испанский флот в плачевном состоянии. Не хватает ни припасов, ни людей, а у выхода из гавани его блокирует мощная британская эскадра под командованием адмирала Нельсона. Вильнёв решает оставаться на месте. Но когда Наполеон сообщает ему, что его заменят на посту командующего, французский адмирал наконец-то решается действовать. 18 октября 1805 года он отдает приказ всему франко-испанскому флоту выйти в море. Объединенный флот Вильнёва насчитывает 33 линейных корабля, 18 французских и 15 испанских. Флагман Вильнёва – 80-пушечный «Бюсантор». Испанским флотом командует адмирал Гравина на борту 112-пушечного «Принципе де Астуриас». Нельсон ждал противника с 34 линейными кораблями, но был вынужден отправить 6 из них в Гибралтар для пополнения запасов и ремонта. Вице-адмирал Кальдер на ХМС «Принц Уэльский» отправлен в Англию под суд за вялые действия у мыса Финистерре. Теперь Нельсон немного уступает в силах – 27 кораблей против 33. Зато у него есть 3 мощных корабля первого ранга, собственный флагман «Виктори», «Британия» и «Роял Соверен» вице-адмирала Коллингвуда. Обе эскадры сопровождают несколько фрегатов, выполняющих разведку и передачу сигналов. Формально Королевский флот серьезно уступает по огневой мощи. Но британцы уверены, что компенсируют это лучшей выучкой и более быстрой стрельбой. Проведя 8 недель в Кадисе, Вильнёв наконец-то снова выходит в море. Но он не предупредил своих капитанов об их внезапном отплытии и вышел в море при неблагоприятном легком ветре. Продвигаясь на юг вдоль испанского побережья, они были замечены британскими фрегатами. Те передают весточку о выходе врага Нельсону и главным силам, патрулировавшим в 65 километрах от берега. Нельсон немедленно берет курс на перехват. Утром 21 октября флот Вильнёва находится примерно в 16 километрах к северо-западу от мыса Трафальгар и держит путь к Гибралтарскому проливу. Когда британский флот был замечен приближающимся с северо-запада, перед Вильнёвым встает дилемма – бежать в Средиземное море или встретиться с британцами в бою. Но в итоге он приказывает флоту изменить курс и плыть обратно в Кадис. Это резкое изменение курса, слабый ветер и неопытные экипажи превращают строй объединенного флота в рваную линию.
Теперь она вытягивается в грубый полумесяц более чем на 8 километров. Психологически и тактически флот Вильнёва уже находится под ударом. Контраст с британцами разителен. Экипажи Нельсона жаждут боя, а сам он разработал дерзкий план, чтобы обеспечить решающую победу. К 11 часам утра британский флот уже построен для боя и, пользуясь легким бризом, сближается с адмиралом Вильнёвым настолько быстро, насколько позволяет ветер. Нельсон определился с основным планом атаки несколькими неделями ранее. Ортодоксальная тактика того времени предполагала выстраивание флота бок о бок с противником и обмен залпами. Но Нельсон считал, что такое противостояние слишком часто заканчивается неопределенным исходом. Вместо этого он избрал смелый, хотя и не беспрецедентный прием – атаку двумя колоннами. Они должны прорвать линию противника, разбив его флот на отдельные участки, которые можно будет окружать и уничтожать в ближнем бою еще до того, как авангард неприятеля успеет развернуться на помощь. Главный недостаток заключается в том, что во время сближения головные корабли каждой колонны окажутся под плотным огнем, не имея возможности отвечать. Разумеется, сам Нельсон берет на себя командование одной из колонн на борту «Виктори». Вторую ведет вице-адмирал Коллингвуд на Royal Sovereign. Когда британские корабли начинают подход, Нельсон приказывает поднять сигнал. Англия верит, что каждый человек выполнит свой долг. Однако ради удобства сигнализации его сокращают до «Англия ждет, что каждый выполнит свой долг». Из-за слабого ветра обе колонны двигаются вперед со скоростью около 3 узлов, чуть быстрее пешехода. Головные корабли будут под огнем мучительные 45 минут, прежде чем достигнут линии противника. Около полудня французский 74-пушечный «Фугё» делает пристрелочные выстрелы по Royal Sovereign. Постепенно огонь объединенного франко-испанского флота усиливается до непрерывного грома. Французским и испанским артиллеристам не хватает практики, а их корабли стоят к ветру бортом, поэтому сильно качаются. Большинство снарядов ложится мимо цели. На бизань-мачте «Виктори» поднимается новый сигнал. Сблизиться с противником. Он будет оставаться там, пока позднее не будет сбит ядром. По мере сокращения дистанции французские и испанские канониры становятся точнее. Паруса «Виктори» и Royal Sovereign прошивает картечью. Реи падают на палубу. Штурвал «Виктори» разбит. Потери стремительно растут. Дважды британские корабли пытаются обойти «Виктори», чтобы заслонить Нельсона, но он возвращает их на место. Адмирал намерен прорвать линию противника у флагмана Вильнёва «Бюсантора». Выбор корабля командующего – часть его безжалостной тактики. Однако из-за беспорядка в построении противника и отсутствия отличительных флагов Нельсону приходится угадывать, где именно флагман. К счастью, он угадывает верно. И около 12:30 «Виктори» готов прорвать строй как раз за кормой «Бюсантора».
но первой линию разрывает южнее быстроходный Royal Sovereign Коллингвуда. На протяжении всего долгого пути британцы хранили молчание своих орудий. Полчаса под огнем и ни единого залпа в ответ. Это вот-вот изменится. Каждое британское орудие заряжено 2 ядрами. Когда Royal Sovereign проходит за кормой испанского корабля первого ранга «Санта-Ана», он дает сокрушительный анфиладный залп, прошивая корабль от кормы к носу. Несколькими минутами позже «Виктори» проходит за кормой «Бюсантора» и выпускает опустошительный бортовой залп, который повреждает флагман Вильнёва и убивает или ранит почти половину его экипажа. Несмотря на эти 2 мощных удара, ведущие британские корабли в данный момент находятся в огромном меньшинстве и в реальной опасности. Royal Sovereign Коллингвуда обстреливается со всех сторон. Второй корабль его колонны «Бельиль» полностью лишен мачт. «Марс» тоже получает тяжелые повреждения. «Виктори» сцепилась с «Редутаблем», чьи палубы полны французских морских пехотинцев. В ожесточенной схватке на кратчайшей дистанции изолированному британскому авангарду предстоит продержаться, пока остальные их корабли не ворвутся в бой. Через 20 напряженных минут британские корабли начинают подходить один за другим, чтобы вступить в бой. Они врезаются в разрозненный строй противника и разят его двойным залпом картечи, производя сокрушительный эффект. «Виктори» получает столь необходимую поддержку от «Тимерер». По мере того, как все новые британские корабли ввязываются в сражение, битва превращается в массовую бойню. Это именно то, чего добивался Нельсон. Враг не может вырваться и подвергается удару с короткой дистанции. Тем временем авангард франко-испанского флота под командованием адмирала Дюмануара мучительно медленно разворачивается, пытаясь вновь войти в бой, но пройдет больше часа, прежде чем он займет позицию. 64-пушечный линейный корабль «Африка» ранее оторвался от британской эскадры. Его капитан Генри Дигби намеренно не так истолковывает приказ Нельсона отойти в безопасное место. Вместо этого он врывается в самую гущу боя с севера. «Африка» в одиночку проходит мимо всего вражеского авангарда, обмениваясь бортовыми залпами на протяжении всего пути. А затем присоединяется к атаке на гигантский 136-пушечный «Сантиссимо Тринидад». Тем временем «Виктори» и французский корабль «Редутабль» сцепились в беспощадной ближней перестрелке. Британские орудия разбивают французский корпус в щепки, в то время как команда «Редутабль» собирается на палубе, готовясь к абордажу. В этот решающий момент у правого борта «Редутабль» появляется «Тимерер» и осыпает палубу картечью. Французская абордажная команда скошена наповал. Все 3 корабля сцепляются и, дрейфуя, врезаются в еще один французский корабль «Фугё». Некоторые французские и испанские суда, например, «Альхисерас» адмирала Магона, успели в порту натренировать команды к абордажу и рукопашному бою, что делает их опасным противником на короткой дистанции. Но снова и снова, едва французский или испанский корабль собирает абордажную команду, из дыма выныривает британский корабль и сметает ее картечью.
Преимущество британцев в скорострельности и меткости постепенно перемалывает врага. Один за другим первые французские и испанские корабли спускают свои флаги в знак капитуляции. В самый разгар сражения французский стрелок, устроившийся высоко на бизань-мачте «Редутабль», замечает британского командующего на юте «Викторе». Нельсон легко выделяется своими блестящими наградами, которые, вопреки советам, не снял. Снайпер выпускает пулю. Она пробивает плечо адмирала и углубляется в позвоночник. «Наконец-то они добились своего!» — восклицает Нельсон. «Я мертв». Его переносят вниз в перевязочную, где он постоянно получает донесения о ходе боя. Прошло уже 3 часа с начала сражения. На юге французский 74-пушечный «Ахилл», обстреливаемый с нескольких сторон, полыхает. А на севере авангард Дюмануара наконец занимает позиции, чтобы вступить в бой. Однако лишь «Антрепид» атакует решительно. Остальные корабли ограничиваются несколькими бесполезными залпами с большого расстояния и отклоняются, предпочитая не сходиться с британцами в ближнем бою. Одна из захваченных испанских команд, наблюдая такое поведение союзников, приходит в ярость и предлагает открыть по ним огонь. Но французские корабли вскоре ускользают из поля зрения. Они видят, что флот Вильнёва разгромлен. Более дюжины французских и испанских кораблей уже капитулировали. Тем, кто способен, удается спастись бегством. Эти новости доходят до Нельсона, который лежит между жизнью и смертью на кубрике «Викторе». Он чувствует близкий конец. Шепотом говорит своему старому другу и соратнику, капитану Харди: «Позаботься о бедной леди Гамильтон, а затем поцелуй меня, Харди». Проходит несколько мгновений. «Теперь я доволен. Слава Богу, я выполнил свой долг», — тихо произносит Нельсон и вскоре умирает. Около 6 вечера на южной окраине сражения пламя на Ахилле добирается до погреба боеприпасов. Корабль уничтожается чудовищным взрывом, мгновенно убившим половину экипажа. Это зрелищное, кровавое событие становится последним аккордом битвы, унесшей жизни 5000 человек. Теперь уже очевидно, что Британия одержала полную и решительную победу. Из 33 французских и испанских кораблей под командованием Вильнёва 17 захвачены, 1 уничтожен. Хотя несколько британских кораблей серьезно повреждены, ни один из них не был выведен из строя. Потери столь же односторонние. Адмирал Вильнёв оказывается в числе нескольких тысяч пленных. Ему позволяют вернуться во Францию, но через полгода он будет мертв. То ли самоубийство, то ли убийство, неизвестно. Испанский командующий, адмирал Гравина, уходит из боя, но умирает от ран через 6 месяцев. А для Британии победа омрачена утратой собственного, гениального, легендарного командира. Пока Нельсон умирал, его последним приказом флоту было отдать якоря, опасаясь шторма. Он не ошибся.
вскоре налетел яростный атлантический ураган, обрушившись на победоносную эскадру и ее многочисленные трофеи. Шторм продолжался несколько дней, сея хаос и разметав поврежденные в бою корабли на многие километры. Французы и испанцы воспользовались этим, пытаясь вернуть часть захваченных судов. Французские фрегаты отбили испанский линейный корабль первого ранга «Санта-Ана». 4 плененных экипажа подняли мятеж против британских захватчиков и овладели своими кораблями. Но 3 из них были выброшены на берег и разбились. Несмотря на колоссальные усилия, британцам удалось спасти лишь 4 из 17 трофеев. Остальные сожжены или погибли в буре, унесшей, вероятно, больше французских и испанских жизней, чем само сражение. Для французов поток дурных новостей, казалось, не иссякал. 2 неделями позже эскадра адмирала Дюмануара из 4 кораблей, ускользнувших из боя, была перехвачена у мыса Артегаль отрядом капитана Стрэтчена. Все 4 французских судна были захвачены. Для Британии это стало венцом невероятных 2 недель морских триумфов. Тело адмирала Нельсона вернули в Англию на борту «Виктори», сохраненное в бочке с бренди, закрепленной у грот мачты. Он стал первым, не принадлежащим к королевскому роду человеком, удостоенным государственных похорон в Британии со времен герцога Мальборо, то есть за 83 года. 3 дня гроб стоял в парадном расписном зале Гринвичского госпиталя, где ему отдали дань 1000 людей. Затем его по Темзе перевезли в собор Святого Павла. В траурной процессии шли 32 адмирала, следовало 189 экипажей и 1000 солдат. Гроб Нельсона, изготовленный из досок французского линейного корабля «Ориента», опустили в саркофаг в крипте собора. Весть о Трафальгаре дошла до Наполеона под Веной лишь через 4 недели, когда он находился на пути к своей великой победе над русскими и австрийцами при Аустерлице. Однако из 2 прославленных сражений 1805 года именно Трафальгар имел куда более значительные последствия. Битва при Трафальгаре – одна из самых сокрушительных побед в истории морских войн. Она не спасла Британию от вторжения. Эта опасность уже миновала. Но грандиозность победы обеспечила бесспорное превосходство британцев на море на оставшиеся 10 лет наполеоновских войн. Наполеону пришлось искать другие способы сокрушить Британию. Путь, который приведет его к тяжелым ошибкам и, в конце концов, к собственному поражению. Для Британии морское господство, закрепленное при Трафальгаре, станет опорой ее имперской мощи на протяжении всего XIX века, эпохи, когда она доминировала как ведущая мировая держава. Королевский флот не встретит серьезного соперника на море до Ютландского сражения, более чем через столетие. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео,
а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Джону Владимирову, Сергею Резнику, Виктору Уманцу, Иосифу Божичу. Виктору Уманцу, Иосифу Божичу.